21 июня начинают отмечать свои дни рождения всем и всегда сочувствующие раки. И мое видео сегодня для вас, оно будет про вашу совместимость с вашими соседями по зодиакальному кругу, то есть с представителями других зодиакальных созвездий. Именно для рака совместимость очень важна, потому что радостно жить, эффективно работать и любить самоотдачей вы, дорогие раки, можете только в безупречной обстановке, в чистой, прозрачной, доверительной атмосфере, то есть в идеальном окружении. И это неудивительно, ведь планета-управитель вашего знака, Луна, это главное светило, которое вот на небесном своде отвечает за чувства, эмоции, сомнения и переживания. И самые выраженные свойства рака – это, пожалуй, первое – это привязанность к людям, событиям и состояниям. Вам действительно бывает сложно переживать перемены в окружении, вам сложно поменять место жительства, сложно поменять место работы. И вы действительно можете болезненно переживать смену состава семьи или смену состава в вашем трудовом коллективе. Образуется такой консерватизм рака, и он очень своеобразный, потому что он отличается от, например, какого-то идейного консерватизма козерога. Здесь он скорее эмоциональный, вы просто боитесь, вы опасаетесь перемен. Второе заметное свойство рака – это, конечно же, восприимчивость. Восприимчивость порождает для вас способности предвидеть события, например, и очень развитую интуицию для вас. Вы действительно можете проявлять эмоции только в совершенно безопасной для вас обстановке, только с людьми, от которых не ждете зла, не ждете подвоха, только с людьми, которым вы, безусловно, и абсолютно доверяете. И многие раки, особенно к взрослому возрасту, уже вырабатывают такой, знаете, эмоциональный заметный панцирь, потому что вам хоть как-то нужно от мира защищаться. И, пожалуй, самое положительное свойство всех представителей вашего знака или вашего созвездия – это, конечно же, способность сопереживать, сочувствовать и всегда прийти на помощь тем, кто в этой помощи нуждается. Но не только все хорошо у вас, конечно же, есть и отрицательные стороны у вас, про которые так, наверное, вы много слышите от окружающих. И в первую очередь это, начну, пожалуй, с мелкого, это у вас часто много-много ненужных воспоминаний накапливается, которые вы переживаете эмоционально заново, вновь и вновь. И это могут быть это могут быть переживания мелкие, которые, в общем-то, уже пора оставить, забыть, потому что они ничего нового в жизнь вашу не приносят и только иногда даже тормозят ее. Многие раки совершенно не способны воспринимать критику и не способны, по крайней мере, вслух признавать свои ошибки. Это тоже есть. Потом у раков, конечно же, это все замечают, есть проблемы с доверием. Действительно, чувствительность, восприимчивость порождает вот эту и недоверчивость, которая тоже часто мешает, потому что вы отказываетесь иногда от полезных, перспективных, эффективных связей и отношений, чтобы не пострадать, чтобы просто обезопасить себя. Если только чуть-чуть почувствуете, что кто-то может вас обидеть, кто-то может повести себя не так, как вы этого хотите, как вы этого ждете. Традиционно считается, что наилучшую совместимость мы все имеем с представителями знаков из своей собственной стихии. То есть для вас это будут скорпионы и рыбы. Но не все так просто. Посмотрите на карту, которая в оракуле Символон символизирует союз рака и скорпиона. Эта карта называется «Жертва». Страшно выглядит, правда, и говорит она о том, что в союзе со скорпионом раку, скорее всего, придется пожертвовать чем-то важным для себя ради интересов партнера. Все бы ничего, но проблема может быть в том, что ваша жертва будет слишком большой, и она не окупится. Вы пожертвуете чем-то важным ради сиюминутных
целей. Считается, что именно в союзе со Скорпионом раку предстоит чаще, чем обычно, встречаться с жестокостью окружающего мира. Поэтому, если у вас есть сейчас задача трансформировать свою личность, выходить на новые какие-то кармические уровни, то выбирайте себе смело, выбирайте себе в партнера Скорпиона, скучно точно не будет. Следующий представитель водной стихии для вас как бы вроде бы как подходящий, это представитель знака Рыбы. И оракул называет партнерство рака и рыбы словом спящая красавица или сон. И карта эта говорит о том, что ваши взаимоотношения с рыбами могут быть очень тихими, очень пассивными и очень спокойными. Все в отложенном виде. Счастье вроде бы может быть, может состояться, но когда это случится, неизвестно. И вот если в личных отношениях, в семейных вот такая пассивность, ну как-то еще более или менее допустима, то для делового партнерства рыба, конечно, категорически вам не подходит, потому что не получится ничего достойного, что ли, вместе создать. На втором месте в теории совместимости для вас представители знака Земли. Что же ждет рака в союзе с Тельцом? Как ни странно, прогноз карты совсем-совсем неблагоприятный. Карта называется вот так вот загадочно «Два лица Евы». И говорит она о том, что в такой паре оба партнера будут вынуждены постоянно выбирать роли для себя. Иногда это бывает, например, для мужчины выбор из двух женщин. И получается, что и отношения напряженные, и результат непредсказуемый. Карта, на которой мы видим союз рака и девы, называется забота. И вот здесь как раз-таки все очень и очень хорошо. У вас действительно с девами получается строить, созидать, строить семью, дело общее. Но важно видеть границы разумного. Это может быть, например, семья, в которой родители очень ответственно вкладываются в детей. Когда дети действительно вырастают и покидают родительский дом, кто-то из супругов начинает убедительно заботиться уже о своем партнере, и кто-то будет вынужден заболеть для того, чтобы дать повод для этой заботы. С представителем знака Козерога вас, конечно, объединяют общие семейные ценности и некий действительно консерватизм, привязанность к людям, событиям и обстоятельствам. Но союз рака и Козерога, особенно в молодости, очень и очень нежизнеспособный, потому что вы действительно разные люди. На мир в целом вы смотрите по-разному. У вас разные эмоциональные ритмы. Сердце бьется в разном режиме. И неизвестно, получится ли. Считается, что раку с Козерогом может быть очень интересно в старости, то есть вместе стареть, пожениться на пенсии, например. Представители знака воздуха могут быть для раков достаточно подходящими партнерами. Начнем с близнецов. С близнецами действительно могут складываться очень полезные отношения у вас. Почему? Потому что они вас тормошат. Вы очень хорошо друг друга понимаете, но почему-то. Вот карта называется, про ваш союз, называется она артикуляция. То есть разговоры. Вам интересно разговаривать друг с другом, с близнецами, о чем-то договариваться, строить какие-то совместные планы. И, в общем-то, из-за близнецовой вот этой вот легкости вам с ними комфортно, вам с ними достаточно легко. В общем-то, предостережений оракула, и моих тоже нет никаких. Пожалуйста, дружите с близнецами. И взаимоотношения с представителем знака Весы для рака очень-очень хороши, очень-очень плодотворны. Карта вообще с такой оптимистичной картинкой, карта оракула,
и она называется семья. Вот построить семью с весами для вас просто идеальный вариант, потому что вы оба настолько ответственные супруги, настолько ответственные родители, готовы бесконечно вкладываться в развитие каждого в союзе. И вам с весами хорошо, потому что они не ограничивают вашу свободу. Они не провоцируют вас на то, чтобы вы как бы зажимались. И у весов очень развито вот это ощущение границ. Они очень тактичные люди, поэтому они не заставят вас переживать, плакать, испытывать недоверие. И, в общем-то, с ними вам эмоционально комфортно, достаточно безопасно. Вот для семейных отношений, пожалуйста, выбирайте весы для себя. Но здесь есть небольшая оговорка, небольшая поправка. В таком союзе изначально должны очень четко распределяться обязанности, ответственность. Вот то есть каждый должен отвечать за свой участок работы. В противном случае не избежать противоречий. Взаимоотношения с Водолеем у раков бывают очень-очень сложными, но они, знаете, такие кармические, которые не обойти. Если вам встретился в жизни Водолей, знаете, что это ваш какой-то лунный узел срабатывает, отрабатывается, может быть, в этом партнерстве, потому что действительно это как новое рождение личности. Причем это новое рождение может быть для обоих партнеров, но для рака, в силу его более как бы глубокой такой сущности, оно будет более болезненным. И если вы познакомились с Водолеем, будь то личное романтическое знакомство или деловое, не бросайте эту кажущуюся безнадежной затею сразу, потому что надо подождать. Получается так, что на первых порах отношения, правда, могут идти очень трудно, потому что они могут быть одновременно и конфликтными, и тянущимися, какими-то местами замирающими. Но эту фазу, вот такую болезненную, нужно миновать. И затем все станет хорошо, потому что не напрасно карта оракула здесь называется освобождение. И вам в союзе с Водолеем действительно суждено заново родиться, получить освобождение от прежних страхов, сомнений, может быть, чрезмерной недоверчивости своей, такой вот водной. Теперь возьмемся за вашу совместимость с представителями стихии огня. Теоретически, вот в общей теории совместимости, что ли, вода и огонь друг другу ну совсем не подходят, потому что как-то считается, что вода огонь заливает, гасит и мешает огню развиваться так, как он этого заслуживает, так, как он этого хочет. Тем не менее, вот союз рака и овна, то есть самого такого первого, самого мощного огненного знака, может быть очень плодотворным, потому что как бы сталкиваются два крупных, мощных архетипа воина и матери. Это тот случай, про который можно сказать, что вы с вашим партнером друг друга стоите. И вам есть чему друг у друга поучиться. Карта называется «Вызов». Поэтому если вы привыкли бросать себе вызов этой жизни и привыкли, что ли, ну как бы вытаскивать себя из зоны комфорта для того, чтобы учиться новому, то выбирайте себе в партнеры Овна. И для деловых отношений это тоже достаточно хорошо, потому что в бизнесе, вообще в творчестве, в построении какого-то дела вы отвечаете за две как бы разные ипостаси. То есть Овен дает энергию и новаторство, новшество, новые идеи, а вы отвечаете за сохранение и за, ну, как бы душевную сторону, эмоциональную сторону деловых отношений, бизнес-отношений. Взаимоотношения рака и льва вот как раз-таки достаточно проблемно, они из проблемных, потому что люди вы разные, вы люди действительно разные, в то время как
вы, раки, ориентированы на заботу, то есть вектор эмоциональных, душевных ваших, интеллектуальных, нравственных устремлений всегда идет наружу. Вы ищете, о ком бы вам позаботиться. Вы всегда живете для кого-то, и без приложения вот этой потребности вам трудно. В то время как львы, ну, так считается, что все без исключения, а вот этот же духовный вектор имеют направленный внутрь себя. Поэтому они больше заботятся о том, как они показывают миру себя. Ну, заботятся о себе. И такой здоровый эгоизм у льва присутствует. Получается, что вы смотрите, ну, просто радикально в разные стороны. И, ну, совет астрологов для такого союза: лучше не надо, потому что противоречия могут быть, ну, совсем уж непреодолимыми. Если вам на жизненном пути встретился стрелец, то знаете, это как вот в случае с водолеем. Это карма, это знакомство не случайно, это знакомство по судьбе, потому что люди, вы, конечно, очень и очень разные со стрельцами. Отношений со стрельцом, вот опять же, изначально отказываться ни в коем случае не нужно, потому что, будь то деловой партнер или романтический, он покажется вам изначально совсем другим. Он может быть для вас пугающе воодушевленным, что ли, или оптимистичным, потому что, по большому счету, ну, как считают астрологи в зодиакальном круге, раки представляют пессимизм, а стрельцы – оптимизм. И в заключение видео хочу обратиться ко всем, в чьем окружении есть раки, у кого раки друзья или родственники в семье, в коллективе, неважно. Пожалуйста, помните о том, что они действительно отличаются от всех нас. Это немножко особенные люди. Они слышат больше того, что мы хотим сказать, и видят то, что мы показывать не стремимся. Они ранимые, чувствительные, но очень верные и преданные.